Это продолжение видео про реинкарнацию, где отвечаю на вопросы. Сейчас у нас интересный вопрос. Как душа выбирает тело? В какие, точнее, тела она выбирает воплотиться? Какие есть тела, в которые можно воплотиться? Можно ли воплотиться в животное, инкарнировать? В камень, в растение. Сейчас мы это тоже поговорим. Какие есть виды? И вопрос такой. Я его прямо сейчас зачитаю. Реинкарнация всегда происходит в тот же вид. Я была человеком в прошлой жизни, и им же осталась в этой. В какие тела душа выбирает переродиться заново? Может ли человек переродиться в животное, в растение и в камень? Или все тому подобное. Природный мир, флора и фауна. Или там в планету, например. Нет, душа не может воплотиться в животное, или в камень, или в цветок. Почему не может? Потому что душа — это разумный дух изначально, который часть себя направляет в материальное тело, чтобы воплотиться. Часть остается в невоплощенном состоянии, потому что это как такой туннель, канал энергии, который неразрывен, и какая-то часть остается в невоплощенном состоянии. Но мы сейчас не об этом. Мозг животного, и уж тем более я не говорю о камне и растении, не способен в себя вместить и через себя провести разумный дух. Такое количество разумной энергии невозможно. Физически, физиологически это просто невозможно. На это способен только такой мозг, такого типа мозг, который мы имеем. И, к сожалению, даже такие развитые существа, как дельфины, например, тоже все равно не способны провести через себя разумный дух. Поэтому в прошлой жизни вы не могли воплотиться животным. Но тут есть большое но. Помимо того, что мы можем воплотиться в физической материи, в человека, или в, скажем так, гуманоида инопланетянина, если кто не знал, открываем Америку, инопланетяне существуют. Можно воплотиться в другой цивилизации, на другой планете, даже в антивселенной. Такое возможно. Но мы сейчас все-таки не будем углубляться в антивселенные. То есть физические тела, человеческие, человекоподобные, очень похожие на нас, иногда не очень, но в принципе смысл один. Кто такие животные? Давайте мы поговорим об этом. Животные — это существа, не имеющие разумного духа. Собственно, в этом и наше отличие. В нашем мире есть духи природы. Духи природы — это и домовой, то есть дух местности, где обитают люди, там и банник, и как там полевой, и, много разных духов местности. Духи природных местностей, там леший, водяной, то есть отвечающие за лес, за воду, и также есть отвечающие, создающие, то есть на энергетическом, духовном, не духовном, а энергетическом плане флору и фауну, отвечающие за эти пространства на энергетическом уровне. То есть они существуют в другом измерении, в тонкоэнергетическом, начиная с эфирного плана, дальше астральный и все остальные. То есть это эфирная, тонкая энергетическая энергия, а не плотно-материальная, как мы с вами находимся в третьем измерении, 3D, third dimension. Тонкие плоскости, тонкие энергии, они находятся выше, 4, 5 и так далее. Поэтому в тех измерениях, соответственно, по-другому течет время, по-другому работает гравитация и все остальные правила физики. Об этом вы можете почитать статьи по физике, о том, какие измерения существуют, что такое измерение вообще и чем они отличаются друг от друга. В чем их суть, что такое измерение. Соответственно, есть эти духи природные, духи стихий, элементали, отвечающие за огонь, воду, воздух, землю. Духи целой планеты. Духи, мы их еще называем сущности, плазмоиды, если это низковибрационно-деструктивные, соответственно, это бесы. И за что еще они могут отвечать? Пространство, где люди живут, это мы уже обсудили. Это как и целый дом, так и одна квартира, государство, город, планета, звезда, центр Вселенной,
нашей. Они могут быть, соответственно, как и на Земле, так и космические. Отвечать за все, что угодно, потому что все пространство, вся материя, все, что есть, это все создано кем-то и чем-то, то есть тонкоматериальными духами. Это точно такие же разумные духи, как и мы с вами. Те же самые души, как и мы. Одно различие, они в другом теле. Мы в плотном, они в тонком. Единственная разница. Поэтому у них течет по-другому время, они живут гораздо дольше. Это разумные духи, поэтому каждый из нас, мы имели множество воплощений, и мы могли воплощаться, и чаще всего воплощались и на разных планетах, и в разных уголках Вселенной, и, конечно же, в тонкоматериальных духов, так называемых плазмоидов. Смешное название. А кто-то, возможно, даже был бесом, деструктивным духом. Кто-то, может быть, даже был на таком уровне. И на самом деле люди, которые находятся на таком духовном низком уровне, настолько деструктивном, например, там просто не особо возвышенные люди морально, или даже настолько низко, как серийный убийца, например. Это те же самые духи, которые воплощаются в деструктивных бесов. Они занимаются точно то же самым разрушением. Просто в разных телах, в разных плоскостях, но эти плоскости, эти измерения, они как бы соприкасаются, пересекаются, наши измерения все. Это как бы одна такая общая структура, просто в ней много слоев. И мы, соответственно, пересекаемся все вместе, друг с другом. А у некоторых людей было много воплощений именно в тонких телах. И такие люди обычно имеют более абстрактное мышление, им гораздо ближе и важнее природа. У них может быть очень тесная связь с природой или с конкретными животными, с конкретной стихией. Например, это мой случай. Это случай буддистов, кстати. Это отдельная тема, я даже в каком-то видео рассказывала про это. Почему может казаться, что в прошлой жизни ты, там, не знаю, воплощался в оленя, или это твой тотем, или у тебя какая-то нереальная связь с огненной стихией? Потому что, скорее всего, в одной из прошлых жизней, воплощений своих, у тебя было воплощение в того духа, который был, например, элементалем огня, стихии огня, и он энергетически ее творил. Или это был дух, который занимался, например, он отвечал за местность леса, в которой он творил души животных, например, вот тех самых оленей. И вкладывая свою энергию в это получается как бы часть тебя, часть этого духа, и он чувствует себя нераздельно с этими животными. Это его творение, это его дети, это часть него самого, он вкладывает в это самого себя, свою энергию. Поэтому, когда ты воплощаешься в человека, в нашем даже материалистичном обществе, у тебя может быть такое ощущение, что или ты был этим животным, или у тебя какая-то особенная связь с этими животными, или вы безумно похожи, повадки, поведение, характер, все это похоже не просто так. Но физически воплотиться именно в тело, в само тело животного, невозможно из-за того, что он не может провести разумный дух. Мозг к этому не приспособлен, как и остальное тело. Вот и все. Поэтому их создают духи-плазмоиды, и обычно это групповые души, иногда это отдельные души, каждый свой характер, они действуют раздельно, как, например, с собаками это происходит. Вопрос, который мы уже частично разбирали в первом видео, может ли душа долго не реинкарнироваться? То есть она, например, вот тело физически умерло, душа осталась, например, она решает, что подождет еще, может, там, десяток лет. Такое может быть? Да, такое может быть, и так часто происходит. Во-первых, в духовном мире нет времени. Время есть в материальном мире, и на него можно ориентироваться, когда ты планируешь воплощение. Подготовка к последующему воплощению — это всегда процесс, это реально подготовка, это план, где ты подбираешь и тело, и родителей, и место, и дату, вообще все, чтобы сошлось максимально так, как тебе нужно под твои задачи на это воплощение. И это может занять много лет, если смотреть с точки зрения материального мира. В духовном же мире этого времени нет. Это как бы вечность.
Давайте уже следующие вопросы на следующих видео мы рассмотрим. И они будут уже более интересные, более глубокие, чем вот эти базовые, которые были сейчас в первых двух видео.